Маленького и худого щенка, перевязанного бинтами, женщина обнаружила в мусоре на улице. Малыш ел сосиску, которой его угостил кто-то из прохожих, вот только человек не подумал снять с нее обертку, поэтому малыш жевал сосиску вместе с ней. Вид у собачки был очень несчастным, казалось, на улице с бинтами на неработающей лапке он провел не один день. Рассмотрев щенка поближе, можно было обнаружить следы десятков медицинских процедур, создававших впечатление, что малыша попросту залечили. Девушка Аня, нашедшая щенка, убеждена, что его использовали для практики будущих ветеринаров, а когда что-то пошло не по плану, просто выбросили на улицу. После того, как малышу сделали рентген, стало понятно, что девушка права, но даже опытные врачи не могли до конца понять, что и какими методами пытались вылечить у щенка. Ни одна клиника в городе не подтвердила, что имеет отношение к этому животному. Явные признаки вмешательства свидетельствовали о том, что врачи делали манипуляции. Так неужели все проводили в подвале? Передняя лапка щенка попросту не работала, он носил ее за собою, слегка подняв в воздух. В Дагестане ветеринарных клиник немного, а хороших врачей в них еще меньше, поэтому, хотя девушка и забрала щенка с улицы, она не знала, как еще может ему помочь. Малыш пытался ходить, но даже просто смотреть на это было больно, о том, что испытывал в процессе сам щенок, даже страшно подумать. Я понимала, что лечение будет непростым и явно будет стоить немало, но также знала, что это единственный шанс животного на полноценную жизнь. Немного сомнений и раздумий, но в итоге уже через несколько дней наш волонтер встречал малыша в московском аэропорту. Аня сделала все от нее зависящее, чтобы помочь малышу. Для начала она просто не прошла мимо, а для Дагестана это уже редкость. Пса мы назвали Лаки. Он не первый наш подопечный из Дагестана. Раньше из этого региона мы спасали пекинеса Шарика, который был слеп, Дарину, кошку-инвалида, месяцами жившую на улице. Шансов на то, что Лаки будет исключением и в Дагестане ему помогут, практически не было. В реальности Лаки оказался совсем худеньким и крошечным. Малыш тихий и скромный, он доверчиво прижимается ко всем людям и словно задерживает дыхание, боясь спугнуть тех, кто рядом с ним. Хотя в глазках щенка и стояли слезы, он изо всех сил старался не плакать. Настоящим удивлением для Лаки стали не только миски с едой и водой в его больничном боксе, но и игрушки, которых он раньше, судя по всему, не видел. Малыш так обрадовался, что даже забыл о своей травме и начал играть. Врачи провели обследование, результаты которого их шокировали. Лаки было всего 1,5 месяца, но за это время он успел побывать в руках мясников, ведь назвать этих людей ветеринарами нельзя. В теле малыша стояла пластина, несоответствующего размера, в нее попытались вкрутить винты от другой пластины, но те попросту выпали. Казалось, все эти манипуляции выполнили нарочно, чтобы малыш больше никогда не смог ходить. Пока Лаки сделали первую операцию в столице, малышу поставили временную конструкцию. Быстро исправить тот вред, который ему нанесли, не получится, потребуется еще вторая операция и третья, которую проведут, когда малышу исполнится год. Лаки тяжело переносит оперативное вмешательство, ведь он еще совсем маленький, но мы верим, что у него хватит сил для того, чтобы восстановиться полностью.